Всем привет! Давайте сегодня вот такое нанесем. Интересно, из чего это сделано и как. На предварительно ошпаклеванную поверхность мы наносим декоративную штукатурку слоем примерно миллиметр. Тут комментировать нечего, мы наносим слой. И дальше, для того, чтобы получить эффект кругов, мы просто можем отпечатать, вот так взять ведро и отпечатать вот так круг. Ведра можно подобрать для себя размером, допустим, 3 литра, литр. Если это большие стены, то 5 литров и 15, как угодно. Вот так раз и все. Подручные средства, что есть дома. Берем вот это и отпечатываем. Вот такие вот круги. Это второе видео у нас по кругам. Первое мы наносили щетками, а сейчас у нас вот такие круги. Берем баночку поменьше, на 500 миллиграмм она, и отпечатываем круги. Можно вот так пересекать, как мишка олимпийский. Если слой штукатурки будет гуще нанесен, то круги будут глубже. Прикольно получается. Сейчас еще один размерчик другой, поменьше. Здесь вся фишка в том, чтобы отпечатать круги, пока штукатурка сырая. Штукатурка у нас сейчас белого цвета. И мы ее окрасим в последующем, когда она высохнет. Так, получается, вот так получается. Так, возможно, будет лучше видно вам. Когда круги пересекающиеся, это симпатичнее. Это, знаете, вот бывает, любят обои с кругами. Я тоже отмечала для себя, что люди смотрят на акцентные стены, для себя круги. Вот вам круги. Очень неплохо, кстати. Я думаю, что будет. Ждем высыхания и продолжим. Похрапывает в кадре вот это существо. Это канекорса наша Рина. Вот она. Когда штукатурка немножко подсохла, перестала быть абсолютно сырой, можно срезать вот так вот острые края, чтобы их потом не шкурить. Срезаем края торцом кельмы. Можно поближе посмотреть, как это делается. Вот так. Сильно не давим, просто срезаем. Верхушки острые. И ждем полного высыхания. Дальше можно будет его окрасить однотонно или как-то по-интересному. Ждите, и будем окрашивать вместе. Вот смотрите, полностью высохла штукатурка. Можно ее окрасить однородно, чтобы она была просто одного цвета. И это тоже будет хорошо. А можно дополнительно добавить какого-то интересного оттенка. Мы сейчас это с вами попробуем. Мы же вам показываем варианты. Белая или там, не знаю, бежевая или какая. Вот так выглядит. Можете просто взять краску и окрасить.
А можно перламутр добавить. Можно разнотоны добавить. Тут ведь все только от вашей фантазии зависит. И вот эти круги, например, да, представьте, у вас стена 5 метров длиной, там, да, 3 метра высотой, ну, неважно, 2,7 высотой. И можно вот эти круги регулировать по размерам. То есть от правого нижнего края крупными кругами идти, уменьшая размер круга к левому верхнему углу. То есть у вас такие как пузырики появятся. И вы можете хаотично это делать. И всяко разно регулировать от низу к верху. То есть снизу крупно и дальше выше мельче, мельче, мельче. И уменьшая количество кругов, уменьшая размер кругов и увеличивая. Вы можете вот это все регулировать. Это очень интересно и действительно просто. Взяли круг, ведро, банку. Я не знаю, что там у вас под рукой вот с круглым. И все. И наносим. Сейчас он у нас светлого цвета, белого и покрыт перламутром. А мы еще немножечко добавим голубенького цвета сюда. Ну вот мы смотрим, и хотелось бы что-то еще. И добавляем. Вот так же и вы смотрите и добавляете. Хотите добавить — добавляете. Не хотите — не добавляете. Хотите голубой — делайте голубой. Хотите зеленый — зеленый. Все. Тут только от вашего желания, от вашей фантазии. Больше ни от чего не зависит. Штукатурка декоративная — это материал такой. Вы приобретаете ведро штукатурки и наносите его, формируя какой-то рисунок. Все. Ну, тоже вариант, да? То есть наносим, допустим, воск колерованный или наносим шелк колерованный, какие-то остатки лежат. Нанесли губкой или валиками, вот так кельмой растираем. Оно же очень интересно, это все. И все зависит только от фантазии, от творческих способностей, и от желания, и от терпения. Вот все, что мы показываем, это не говорит о том, что это все супер очень легко. Это, конечно, терпение, конечно, желание и не бросить на полпути. Мастера этим и занимаются. Они наносят вам штукатурку декоративную, свою работу они любят, и они этим занимаются долгие годы. У них большой опыт, и они это все могут. Если вы сами хотите, то пробуйте, пожалуйста. Для вас вот эти вот ролики и снимаем. Пырики-пузырики. Прикольно. Вот у нас был бы сейчас зелененький цвет, я бы еще зелененького добавила. Но у нас пусть будет голубенький. Для вас он как смотрится на видео? У нас он голубенький. А у вас он может быть фиолетовым или синим, или еще каким. Цветопередача обманчива. Градиент даже может сделать. На таком эффекте очень интересно. Ну да, градиент — это если, например, круги еще увеличиваются или уменьшаются. Внутри шелк. Да. Что сказать, штукатурка, сколько выйдет стоимость вот такой штукатурки? Ну, по-разному, ведь и штукатурка разная бывает, и чем, смотря вы ее будете покрывать. Расход здесь небольшой. Ну, пусть это будет от 250 рублей за квадратный метр до 400. Вот такой примерно диапазон. Все зависит от того, чем наносите. Мы для вас это все можем укомплектовать под ваши необходимости, под ваши потребности. Что это будет, коридор, кухня или это ванная комната. То есть для каждого помещения рекомендован свой материал. Хотите ли вы, чтобы это блестело или не блестело? Тоже вот в этом еще может быть отличие. Если вам это было бы интересно, вы можете писать. Все ссылки есть в описании. Как с нами связаться? Мы вас проконсультируем, подберем для вас, рассчитаем. Ну и все. Я думаю, что проблем не возникнет. Вот так вот. Вот так вот. Штукатурка декоративная, плюс ведро, плюс руки и фантазия. Все. Мы надеемся, что наше видео было для вас полезным. Мы называемся Гура Декор. Находимся в городе Ижевске в строительном центре Гвоздь Офис 108. Меня зовут Ольга. Снимаем видео по нанесению.
Принимаем заявки на доставку в любой регион. Все ссылки есть в описании. Все укомплектуем. Ставьте лайк. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И всем пока.